Девчонки, всем привет! Сегодня смотрим мой отчет по проекту Project Pen за июль месяц. И для начала у меня небольшие объявления для вас, небольшое изменение в проекте. Дело в том, что с тем набором косметики, который сейчас есть, Project Pen я веду уже полгода. И, откровенно говоря, мне уже поднадоели некоторые продукты, поэтому я приняла такое решение. Я этот Project Pen буду вести еще 2 месяца до октября. То есть всего получается 9 месяцев проекта. И потом я хочу последние 3 месяца года отдохнуть от этих продуктов. Какие-то из них совершенно точно вернутся в мой Project Pen следующего года, а на октябрь, ноябрь, декабрь я хочу сделать проект 50 использований. Я отберу туда средства, уже примерно знаю какие, которые либо планирую закончить за 50 использований, либо хочу посмотреть, будет ли хоть какой-то по ним прогресс, стоит ли их брать на Project Pen 2025 года. Даже не верится, что я эту цифру произношу. Либо какие-то средства, которые я хочу попытаться распробовать, потому что у меня в коллекции есть такие покупки, которые я так и не поняла, хотя купила их около полугода назад и не пойму, работают они или нет. Поэтому в этом отчете я добавлю несколько продуктов, а также несколько категорий. И хочу за эти 2 месяца, август-сентябрь, перед тем, как закрою данный проект по данному набору косметики, хочу по максимуму закончить косметических средств. У меня стоит пакет, не зря, потому что у меня была тарелочка для пустышек, все, в нее не влезают теперь пустышки, и это будет пакет с пустышками, коплю их для вас, тоже для видео, уберу пока. Ну и давайте, наверное, смотреть. Здесь будет тарелочка для пустышек. Что новое я добавила? Во-первых, девчонки, знаю, не всем такое интересно, но сначала я вам покажу лаки. Относительно недавно у меня было видео про коллекцию лаков. Я еще раз перешерстила свою коллекцию и поняла, что хочу избавиться от некоторых экземпляров. Что-то вы увидите уже в пустышках этого месяца, а я добавила себе следующие 4 продукта и за 2 месяца планирую от них опять же избавиться. Почему? Вот этот вот укрепитель и вот эта вот база от Масура, я просто ими не пользуюсь. И я хочу форсировать себя, чтобы ими пользоваться. Потому что, это полезно, будем надеяться, хоть как-то для ногтей. А это придает такую глянцевость и красивый блеск, просто я ленюсь использовать вот эту базу. Поэтому эти 2 средства я добавила, чтобы хоть как-то ими пользоваться. Вот это, я думаю, закончится, потому что за месяц июль у меня вот сколько ушло. Я думаю, что за август, начало сентября этот продукт закончится. А этот топ пусть будет, он классный, просто хочу, чтобы он стоял на виду, чтобы я каждый раз им пользовалась. Он, в принципе, достаточно быстро сохнет. И вот эти 2 лака. Значит, этот от Bow, он называется Dreamcatcher. И он мне не нравится, потому что он не соответствует тому, что у него в тюбике. Это термолак. И вот такого он цвета, только на холоде. Вот такого цвета ногти с ним, когда в тепле. А ногтевая пластина, так как теплая, он всегда вот такого у меня цвета. И этот цвет мне не нравится. Не знаю, он какой-то серовато-бледноватый. Не очень я люблю с ним маникюры. И второй момент, почему он мне не нравится, потому что, чтобы добиться такого эффекта, нужно наложить 3 слоя лака. Для меня это непростительно, я не понимаю, зачем делать такие некачественные лаки, потому что можно сделать качественный лак, который ляжет даже с первого слоя, даже содержа в себе вот такую слюду. Например, у лаков Nabio есть подобные цветные экземпляры, и у меня в коллекции в том числе. Поэтому Bow я планирую вывести. Если делать какие-то постоянные маникюры, практически всегда пользоваться этим лаком. Он у меня уйдет за месяц, это уже проверено. Поэтому вот этот я планирую закончить. И также хочу закончить свой любимый лак Tintberry.
все с ним прекрасно. Не помню, как он называется, но он один у них такой синий. Он супер красивый. Единственное, что в нем не так, ему уже больше 3 лет. Вот такой он красивый. Его здесь примерно вот столько. Я замерю, когда начну им пользоваться. Скорее всего, перейду к нему в сентябре. Тоже планирую вывести, потому что, 3,5 года лаку. Лучше я его изношу, искрашу, чем он засохнет. Так, это планы по лакам. Также я добавила парфюмы. У меня закончился последний атомайзер, который я наполняла весной. Весной я покупала набор вот таких атомайзеров, брала на Wildberries, переливала туда 2 своих парфюма, и в 2 ручках содержался аромат Paco Rabanne Ultraviolet. И вот теперь у меня осталась одна такая ручка. Она полная. Я планирую закончить за август. Обычно я пользуюсь этим ароматом, мне он очень нравится, я пользуюсь им вечером после душа. Очень он мне комфортный, очень нравится. Хочу закончить, это мой последний атомайзер, хочу закончить этот аромат. И еще один аромат, который я добавляю себе в повседневное использование, это Moschino Toy 2 Pearl. Относительно новое мое приобретение. Пользовалась им раз 10, наверное. Покупала весной. Не помню где. В общем, на каком-то маркетплейсе. Вот такой вот он. Неплохой аромат, очень свежий. Но для меня, во-первых, я со временем поняла, что меня раздражает упаковка. Вот уж насколько я люблю мишек, но, скорее всего, здесь дело именно в самом цвете упаковки, потому что, когда он стоит на столике, он мне не нравится, он как будто дешевит мою парфюмерную коллекцию. Это, во-первых, но это не основная причина, естественно. Он практически полный, где-то вот так вот его. И это для меня летний аромат, который очень похож на Light Blue. Вот. Есть в нем какая-то нотка, которая их отличает. Вот. Но он очень похож, он свежий. И я хочу использовать его утром. Мне кажется, он будет освежающий, ободряющий и будет поднимать мне настроение. Но я бы хотела, чтобы он закончился за август-сентябрь, потому что для меня это исключительно летний аромат. Соответственно, у меня осенью перестанет тянуться к нему рука, и было бы не проблемой его отложить, но дело в том, что я не заинтересована в увеличении своей парфюмерной коллекции, я ее не коплю, и я хочу, чтобы она была подвижная. Соответственно, я планирую зимой делать какие-то покупки парфюмерии и хочу, чтобы у меня было к этому времени поменьше флаконов, особенно таких проходных, как этот аромат, на мой субъективный взгляд. Он достаточно повседневен и хорош вот на ежедневное применение, какое-то ненавязчивое. Так, это что по ароматам. Moschino почти полный, поэтому его я не отмечаю. И также хочу добавить еще 2 около таких косметических средства. Во-первых, это вот этот вот спрей от Pussy, который должен быть автозагаром. И он мне нравится на самом деле. То есть, что я делаю? После применения тонера, обычно вечером я его распыляю 3-4 пшика на лицо, шею и декольте. Распределяю все руками на всякий случай и сверху уже покрываю сывороткой, кремом и так далее. Все бы хорошо, я просто забываю им пользоваться. А я бы хотела его закончить, потому что, скорее всего, осенью и зимой эта штука будет у меня не востребована. Вот, поэтому это я тоже добавляю. Я отмечу, сколько его здесь сейчас, вот так, по вот эту вот строчку жирным шрифтом. Вот. И еще одно средство – это бронзер для тела от Шик. И тоже с ним все прекрасно. Я брала его весной, пользовалась им раз 10, вот так его. И это неплохое средство. Просто, опять же, я им не пользуюсь, потому что забываю.
А я понимаю, что уже заканчивается лето, а это, казалось бы, такой летний продукт. В нем для меня лично есть определенный нюанс. Видите, давно не пользовалась, засохла тут штучка. В общем, для меня оказался в нем такой нюанс, что этим средством хорошо пользоваться на тех участках кожи, которые гладкие. Соответственно, в моем случае это ноги, а руки для этого не подходят, потому что руки я не деэпилирую, не считаю это нужным, мне нравятся мои руки так. Поэтому это средство я использую только в качестве своеобразных жидких колготок. И это уменьшает площадь, расход и вообще, ну, то есть не обязательный для меня продукт, не знаю, зачем я купила. Я все время покупаю всякие вот такие штуки для бронзирующего эффекта, но в итоге ими не пользуюсь. Переходим непосредственно к декоративной косметике. Начнем с баз для макияжа. Пару предыдущих месяцев у меня баз под макияж не было. Сейчас я хочу добавить эту вот базу SPF от The Same или The Same. Здесь степень защиты 50. Мне подходит это средство, потому что оно достаточно жидкое и не жирное. А у меня кожа жирная, и всякие вот эти вот плотные SPF она воспринимает в штыки, тем более под макияж. Вот такой он легкий. Но почему-то ленюсь я им пользоваться и вообще использую его в маленьком количестве, а у него между тем указан срок годности 24/12/08. И вот тут двоякая ситуация, либо он заканчивается 8 декабря, либо 12 августа. Сложно понять, потому что все производители по-разному, в разном порядке ставят месяц и дату на своем сроке годности. И, в общем, его надо выводить. Я планирую его использовать также на шею, декольте и руки. То есть, в принципе, на основные открытые участки тела. И думаю, что за август-сентябрь он также закончится. Это тоже новое средство. Видите, сколько всего я добавляю и сколько всего планирую заканчивать. Далее тональное средство. И здесь будет много всего. Во-первых, у меня закончилась вторая баночка миниатюрки. Вот здесь ничего нет. Ну, можно было, конечно, вот это все ковырять, но, извините, я не буду. В общем, эта баночка Rich Gold от Enough в 23 оттенке у меня закончилась. На этом у меня Enough наконец-то подошел к концу. На заканчивание этого крема у меня ушло примерно 9 месяцев. В нем 100 мл. И да, в прошлый раз от другой банки Enough я тоже примерно столько и избавлялась. И, наверное, больше в таком большом объеме я тональные приобретать не буду, просто потому что они надоедают. Теперь можно считать Enough полноценной пустышкой. И я ему на замену добавляла вот этот вот красивущий кушон от Clio с котиками, кошачьими лапками. В общем, он очень миленький, но я им пока не пользовалась. Почему? Потому что я планирую вывести в этом месяце все свои пробники тональных средств. У меня их накопилось какое-то огромное количество, и я не люблю хранить все вот это вот барахло, поэтому я хочу попробовать, раз уж мне дали такую возможность, и закончить и выкинуть. Значит, у меня есть вот такая вот тональная основа от Huda. Ну, здесь, соответственно, мне подойдет, скорее всего, насмешать вот эти два оттенка. Вот их я планирую вывести. Ну, естественно, это получится сделать. Потом у меня есть пробник от Charlotte Beautiful Skin. Здесь мне, скорее всего, тоже подойдет два. Смешаю и, ну, я думаю, что здесь на один раз мне. Потом у меня есть пробник от Estee Lauder Double W. Ну, здесь посмотрим, что по оттенкам. Тоже, скорее всего, вот эти вот. Ну, посмотрю, тут очень маленькие объемы. Это все на один разочек. Чего побольше? Это от Makeup Forever HD Skin. Здесь наборы из двух тонов. Тональная основа консилер,
тональная основа, консилер. Вот это мне, скорее всего, темновато. Ну, попробую использовать все, но, скорее всего, только вот это здесь, ну, наверное, на пару раз. Не знаю. Потом у меня есть пробник Prism Liber. Матовый тон. У меня оттенок 2, C180. Его на пару раз. И вот этот вот пробник в более крупном объеме. It Cosmetics CC. Здесь 4 миллилитра. Ну, может быть, все вместе вот этого на неделю-полторы. Это я обязательно хочу закончить и, скорее всего, закончу. Вот. И потом уже перейду к кушану с удовольствием. Закончился у меня вот такой вот консилер от Холика Cover and Hiding. Он мне нравился. Единственное, что я его поднаслаивала, поэтому расход был у него повышенный. Наверное, больше я его повторять не буду. Все-таки уже это был второй тюбик, и я, наверное, напользовалась этим продуктом. Все-таки на рынке полно консилеров. Так что это пустышка. И я на замену ему открываю свеженький The Same в оттенке 01. Это тип консилер. Замечательный консилер. Я его использую точечно и на покраснение, на нюансы, и на синячки под глазами. Обожаю его. Он на мне не скатывается, хорошо держится. Супер пигментированный, тонкий. Я думаю, что вы не раз, девчонки, видели хорошие отзывы на этот консилер. И это не зря. Пудра. Пудрой продолжаю пользоваться от Guerlain. И здесь может показаться, что ничего не поменялось. Я вообще надеялась на то, что будет донышко, потому что здесь достаточно сильная ямка. Вот она прям идет углублением сильным. Но до донышка я не дошла. Вообще, все-таки рассчитываю, что я закончу эту пудру за следующие 2 месяца. Хочу от нее избавиться и купить что-нибудь новенькое. По поводу продуктов для бровей. Во-первых, вот мои тени от Офры, которые я использую в качестве теней для бровей. Я хочу их отложить, они мне немножко надоели, потому что последнюю недельку я пользовалась ними, покажу каким продуктом попозже. Они меня всем, в принципе, устраивают, но я хочу от них отдохнуть. У меня закончился гель от Bicolor. Как-то он уже все тут не набирается, только на кончике. Отслужил свое, я им, девчонки, пользовалась, по-моему, с апреля месяца. Он очень классный, я бы с удовольствием его повторила, хорошо держит брови. Единственное, что они прямо зацементированные, то есть прям он сильно их фиксирует, но это как раз таки для девчонок, у которых очень жесткие и очень непослушные брови. Это пустышка. И я взяла ему на замену тоже от Bicolor вот такой вот воск. Я им уже пользовалась. Вы знаете, он такой странный. Вроде бы воск как воск. Что я делаю? Я провожу им вот так по бровям. Вот. А потом брови укладываю вот этой вот щеткой. Все бы замечательно. Но, во-первых, воск для бровей, в принципе, продукт не для всех. И, как выяснилось, он немножко не для меня. Вот эта щетка дерет мне волоски. То есть я им пользовалась вчера, и она выдрала мне волосков 5. Я не понимаю, это была разовая акция или нет, но, как вы понимаете, мне не особо понравилось. Поэтому велика вероятность, что я буду брови укладывать после него кисточкой. И вторая претензия в том, что он не фиксирует. Брови остаются липкими и подвижными. Они вроде как стоят, кончики, куда я их там уложила, но как-то не очень. Вот я воспользовалась один раз, и 1 миллиметр уже ушел. Я попользуюсь им в течение августа и посмотрю, если это будет все так же сомнительно и не очень приятно, как в прошлое мое использование, то я от него избавлюсь. А если нет, то думаю, что так или иначе это средство закончится за ближайшие пару месяцев, как раз до октября.
Был у меня в проекте вот такой вот стик для контуринга от Love Generation. У меня оттенок 02. Пользовалась им весь июль, и он не сдвинулся ни на миллиметр. Я поняла, что это бесперспективный продукт в разрезе ближайших месяцев, даже если бы я вела проект до конца года, а я все-таки хочу увидеть пустышку и какое-то изменение в моей категории бронзеров, скульпторов, поэтому вот этот продукт я откладываю, все с ним понятно, я вернусь к нему в начале следующего года. На замену я взяла вот этот вот бронзер от Shiglam. Во-первых, он мне больше подходит по оттенку, потому что вот это вот все-таки более для меня оказался зимний продукт, потому что у меня на лице он все-таки выдает серость сейчас на данный момент, и летом он для меня вообще не применим. А вот это вот средство сейчас, может, покажется по сводчу, что они похожи, но на самом деле вот это без серости. Пользуюсь им с удовольствием. Здесь всего 5 мл продукта. Я им уже активно пользовалась в июле, поэтому я думаю, что за ближайшие пару месяцев он закончится. Все-таки 5 мл это очень мало. Так что вот, это новенькое. Румяна у меня от Love Generation. Вот такие Bubble румяна. Оттенок не помню, подпишу, как обычно. Вот здесь ушло у меня их всего где-то полсантиметра. Пользовалась достаточно часто, но у меня и тюбик стал вот таким вот сплюснутым. Посмотрим, как они пойдут дальше. Это неплохие румяна. Единственное, что они требуют, конечно, дополнительных каких-то телодвижений. То есть нужно куда-то выдавить капельку, как-то ее взбить, иначе сразу со щек это все ляжет пятнами. А потом я уже беру спонжик и распределяю по щекам. Получается такой очень приятный нюдовый румянец, который подойдет, в принципе, подо все. То есть он не слишком рыжий, не знаю, как сейчас смотрится, но смотрится он скорее уместным и для розовых макияжей, и для рыженьких. Он достаточно универсальный, мне этот оттенок нравится. Вот, продолжаю им пользоваться. Хайлайтеры в одиночных упаковках. Значит, у меня продолжает оставаться в проекте хайлайтер от Bicolor, но он вообще бесперспективный. То есть я его набираю в одном месте, чтобы хоть как-то было видно. И даже вот одна эта ямочка, она особо и не увеличивается. Хотя, в принципе, я им пользуюсь как топером довольно часто. Он очень красивый. Ну вот пока никак. И вот такой вот хайлайтер от Vivienne Sabo из коллекции Golden Lace. Им я пользовалась активнее, чем Bicolor. Мне кажется, что по нему будут видны изменения, потому что видно рельеф дна. Не знаю, насколько вам видно, но вот видите. Так что он не то чтобы быстро заканчивается, он то ли как будто бы примялся, не знаю. У него достаточно мягкая текстура, но его однозначно стало меньше, чем раньше. Вот. По поводу него я думаю, что я его перепрессую. Думаю вообще, что где-то в октябре у меня будет видео как с расхламлением, оно будет небольшое, так и с моей ежегодной традиционной перепрессовкой рефилов. Люблю я такое, люблю перепрессовывать то, что мне не нравится по упаковке или по количеству, которое там осталось, освобождать какие-то упаковки, пустышки, чтобы у меня были, делать коллекцию более компактной, эргономичной. В общем, я такое люблю. И вот планирую в октябре снять видео тоже про перестановку, перепрессовку рефилов и средств, и туда, скорее всего, войдет и Stellary. Но сейчас я им пользуюсь. Также у меня, как вы помните, в проекте палетка от Kevyn Aucoin. Не знаю, будут ли видны изменения, но, во-первых, что касается румян, немножко, может быть, донышко увеличилось, но сейчас я пользуюсь вот этой стороной. По ней пока, конечно, никаких изменений. Я взяла сейчас в пользование ее, потому что вот сейчас лето, потом осень. У меня сейчас кожа достаточно
темная для моего, в принципе, обычного состояния. И вот этот оттенок, он подходит больше, чем розовый, ну, под мои сейчас макияжи. Вот им пользуюсь я сейчас. Потом, наверное, чуть-чуть больше стало донышко в скульпторе. Тоже им стараюсь активно пользоваться. Хочу эту палетку по максимуму израсходовать за 2 месяца, что получится. И, может быть, в нее что-то перепрессовать. Вот. Что дальше? Хайлайтер. Тоже он у меня расходуется. И вот уже стал виден рельеф донышка. Он очень яркий. Его много не надо, но тем не менее он уходит. Он мне очень нравится. Я как раз-таки планирую смешать эти два продукта, потому что они очень похожи по цвету. Вот он какой жирненький. Очень похож на Golden Lace. Может быть, смешаю. Потом у меня появилась ямочка в продукте, который я использую как подсвечивающую пудру. Хорошо он у меня пошел. Тоже планирую в ближайшие 2 месяца от него избавиться. Пока я, естественно, не пользуюсь вот этим вот рефилом, зато начала использовать вот этот рефил, и видите, что в нем вот такое углубление. Использую я его как раз-таки как тени для бровей и как тени для построения формы, когда пользуюсь своими однушками из проекта. Этот продукт очень хорошо тушуется, не рыжит, именно той пигментации, которая мне нужна и для бровей, и для складки века. Он оказался просто идеальным, поэтому я сейчас убрала, забегая наперед скажу, свою матовую палетку от Tom Ford из постоянного применения. Берегу ее немножко и хочу от нее отдохнуть. И убрала однушку для глаз, потому что пользуюсь вот этим рефилом. Ну и давайте переходить к глазам. Во-первых, в качестве базы у меня идет вот такая вот тенюшка от Vivienne Sabo в оттенке 0,5. Я так и продолжаю ей пользоваться. В принципе, я к ней привыкла. Века она не стягивает, не сушит, сидит хорошо, тонким слоем. На нее хорошо садятся матовые оттенки. Неплохо садятся шиммеры. Если шиммеры, которыми я пользуюсь, суховатые, я добавляю клей для глиттера, но сейчас уже не каждый раз. Я к ней приспособилась. В принципе, неплохой продукт и хорошо работает даже в качестве базы под тени. Тут непонятно, какой будет прогресс. В принципе, его здесь не особо много, этого продукта, как я полагаю. Я посмотрю, сколько. Но из-за того, что палочка коротенькая, здесь особо не повозюкаешь и не посмотришь уровень. И вообще он достаточно такой плотненький, как сметана, то есть он не стекает. Поэтому что там будет с прогрессом, непонятно, но я им буду спокойно пользоваться, пока не закончится. По поводу однушек. Вот в таком сейчас состоянии у меня однушка от Chanel. Ну, чуть больше половины в рефиле. Мне очень нравится этот цвет. Конечно, я от него подустала, хотела бы вывести. Вот такой он серо-зеленый, на серой базе. Я уже неоднократно его вам показывала. Нравится он мне как блестящий оттенок во внешний уголок подвижного века. Вот. Продолжаю пользоваться. Не знаю, что там с ним будет за 2 месяца. Где-то, наверное, 1/3 останется. И тогда я уж подумаю, что делать с ним. Ну, что-нибудь нахимичу. И вот такая вот палетка от Love Generation. Сейчас она выглядит вот так. Я думаю, что заметное увеличение донышек вот в этом и вот в этом рефиле. На них я и делала упор в июле. И продолжу пользоваться этой палеткой. А потом подумаю, что делать с остатками. Именно остатками, потому что я уверена, что эта палетка закончится практически полностью у меня. Она мне очень нравится. В августе я сделаю упор на вот эти 2 оттенка. Может быть, еще вот на этот.
Это такие полупрозрачные топеры. Но в макияже они хороши. Я неоднократно прикладывала вам фотографии макияжа с ней. Она классная, и мне нравится, как она идет, что она заканчивается. Вот этот оттенок у меня только не особо востребован, потому что он хорош, опять же, на внешний уголок подвижного века, потому что темненький. А сейчас я в него при случае использую вот этот вот оттенок. Поэтому, ну, расход идет, и к чему-нибудь мы придем в октябре, и тогда я уже подумаю, куда девать остатки от этих теней. Карандаши для глаз. Во-первых, у меня ожидаемо закончился карандаш черный, вот этот вот турецкий, и мы его отправляем в пустышки. Им я прорабатывала слизистую верхнего века, межресничку, вот, и ему на замену я добавила вот такой вот карандаш в июле. Это должен был быть такой зеленый, глубокого лесного, елового цвета, но что-то пошло не так. И это вот такой вот светло-зеленый, какой-то изумрудный карандаш с золотыми блестками. Он мне не очень нравится, поэтому я его использую, опять же, в межресничку и иногда подвожу нижнее подвижное веко. Ну что, у меня его за месяц ушло вот столько, и осталось еще где-то 3/4. Я планирую его использовать почаще и вывести за 2 месяца. Посмотрим, как пойдет. Так, и вот эти вот карандаши, это у меня Beauty Bomb в оттенке 02. И его здесь осталось не так уж и много, с одной стороны. Это мне на август. Но с другой стороны, я вам, девчонки, показывала, что его здесь внутри еще очень много. И я бы хотела это тоже израсходовать, поэтому не знаю, как пойдет. Посмотрим. Может быть, я туда какую-то потом вставлю зубочистку и доизрасходую грифель практически до конца. Ну, в общем, тут в любом случае прогресс есть. Его так и уходит каждый месяц примерно по полсантиметра. И последний карандаш. Ой, эти блестки от Twinkle Pop, как они мне надоели. Расхламлю их, в общем. Но пока пользуюсь. Они вот тут на сводче решили поблестеть. На глазу ни черта не блестит. Мне не нравится. Стоил каждый стик, я их брала 2 в Турции. Стоили каждый Twinkle Pop эти около 1000 рублей. Ну, очень много, я считаю, за такое качество. Ну и вот Beauty Bomb. Это что касается карандашей и туши. У меня закончилась вот такая вот тушь. Это удлиняющая тушь от Love Generation. Я вам всем ее советую. Она классная. Закончилась же. И на замену ей я взяла вот такую вот от L'Oreal тушь Панорама. И она мне очень понравилась. У нее, конечно, есть свои нюансы. Вот такая здесь щетка. Вот такая. Она достаточно быстро фиксируется. И если ее быстро не распределить по ресницам, она может комковаться. Ну, то есть именно не комочки на ресницах делать, она начинает их склеивать. Поэтому нужно прямо быстренько их так веером поставить, и тогда хватит одного слоя. Мне очень нравится эффект. Классная тушь, нужно просто к ней приспособиться. И мне что еще нравится, обычно я делаю примерно по 2 слоя туши. То есть я накрашу, распределю ресницы, перехожу к другому глазу, потом возвращаюсь, делаю второй слой. Вот эта тушь, с ней не нужно 2 слоев. Вы вот один раз вытащили щеточку, вот набрали ее, распределили, и у вас уже супер классные ресницы, добавлять ничего не надо. В общем, она замечательная, нужно только иметь в виду вот эту особенность, что она достаточно быстро схватывается. А так я и пользуюсь с удовольствием. И у нас с вами остались продукты для губ.
Во-первых, я добавляла вот такую вот маску для губ, и я решила оставить ее в ванной комнате и пользоваться ей только на ночь. Поэтому здесь достаточно маленький прогресс. Вот, пользовалась ей мало. Чем пользовалась? На ежедневном многоразовом, так сказать, применении, после каждого там приема пищи, после любой чашки чая, я обычно пользуюсь каким-то бальзамом для губ, а тут я все израсходовала, и у меня в ход пошли блески и бальзамные средства. Поэтому у меня очень быстро закончился вот этот вот бальзам в первом оттенке от Golden Rose. И я вам скажу, что он на ежедневное применение, как вот постоянное легкое смягчающее средство, был очень хорош. Никаких шелушений, ничего, временное смягчение, ну а питание и увлажнение на ночь вот этой маской от Frudia. Поэтому это пустышка. Также у меня закончился вот такой блеск от Баксом, полноразмерный. У меня это был оттенок Dolly Daiquiri. Тоже закончился, наверное, недели за 2 вот такого домашнего ежедневного применения. У них даже оттенки были похожи. Очень удобно, когда такой нейтральный светловатый оттенок у вас для вот такого частого в течение дня применения, потому что он ко всем макияжам подходит. Это опять же пустышка. И на замену, на такую ежедневную основу я беру вот такое масло от Шик, отметила его небольшой точечкой. Я брала его весной. И вообще, на самом деле, все с ним хорошо. Оно очень классное, дает такой немножко приглушенный эффект губам, потому что есть в нем такая сероватая база и серебряные блесточки. Хорошее масло, замечательно пахнет, все с ним чудесно. Если бы, когда я не делала инвентаризацию, я не увидела, что у него на упаковке был срок годности, что у него на упаковке поставлен срок годности полгода. Полгода с момента покупки истекут в октябре. И, соответственно, где-то также вот полгода назад я и открыла это масло. Его просто нужно закончить. Поэтому добавляю его. Думаю, что тоже достаточно быстро пойдет, потому что я им пользовалась до добавления в проект раз, может быть, 5. И видите, его ушло достаточно много. Это новое средство. Также на ежедневное применение я решила добавить вот такой вот кликер от Love Generation. И мне здесь не очень нравится оттенок, ну то есть он такой, ничего особенного. У меня есть из этой же линейки другой оттенок, он мне нравится больше. И вот этот я решила вывести, думаю, здесь тоже будет достаточно быстро все заканчиваться. Единственное, что не смогу вам показать количество продукта, потому что назад продукт невозможно засунуть, поэтому только вперед. Так что как закончится, так закончится. Ну вот планирую начать пользоваться. Из карандашей у меня, во-первых, вот такой вот карандаш от TF. Пользуюсь им по чуть-чуть, уходит очень медленно, жутко пахнет, как я вам уже рассказывала. Ну и вот такое здесь ушло количество, примерно полсантиметра. Продолжаем пользоваться. Всем он меня устраивает, кроме запаха. Вот такой тут универсальный оттенок. И добавила вот такой карандаш от Amuse. И это корейская марка. Я тут прогадала с оттенком. Точнее, я не угадала вообще с тем, что он мне особо и не нужен. Сейчас я пользуюсь им под блеск. Так блеск становится более стойким, но на самом деле это вообще абсолютно не обязательный продукт. Пользовалась им раз 5, наверное, за июль. И его количество никак не поменялось. Из чего я делаю вывод, что бесконечный он. Он, кстати, тоже не очень вкусно пахнет. И, скорее всего, тоже я буду от него в дальнейшем расхламляться. Из помад я расхламила вот эту вот помаду от MAC. Она пропала, она очень невкусно пахнет прогорклыми маслами. Ей очень неприятно пользоваться.
За время проекта, за несколько месяцев она вообще не изменилась, возможно, только на миллиметр. Поэтому, ну, для меня это такой провальный, к сожалению, продукт. Он успел стухнуть раньше, чем я им достаточно попользовалась. Ну что ж, ладно, до свидания. Зато из бальзамных помад у меня закончилась вот эта вот помада Bicolor Капсуль. Подпишу оттенок. Все, она не выкручивается. Был у нее такой тут очень приятный цвет. Ну все. Очень тонкий стик, очень быстро уходил. И вот можно понять, что добавила я ее в июне. В июне пользовалась чуть-чуть, там уделяла внимание другим помадам. А тут перешла на нее, и буквально за 2 недели она у меня отлетела, потому что я ей пользовалась как такой помадой в течение дня. То есть я сделала макияж, добавила какую-то выбранную на этот день помаду, но когда она стиралась, обновляла я только вот этой. И все, за 2 недели она отлетела. Пустышка. Что касается вот этой вот миниатюрки от MAC, то после того, как у меня закончилась капсуль бальзамная, я стала точно так же на ежедневной основе пользоваться вот этой миниатюрочкой. И смотрите, какой здесь результат. Вот. Примерно половина стика ушло за 1,5 недели после того, как я начала ей поправлять макияж губ. Планирую так и продолжать, и очень надеюсь, что она у меня за август закончится. Блеск от Dust of Colors. Я его отстояла, и по каким-то косвенным признакам небольшого осадка я поняла, что у меня за 2 месяца ушло вот так вот, полсантиметра этого блеска. Ну, это хоть что-то. Ладно, продолжаю им пользоваться. Он неплохой и очень универсальный, просто его нужно совсем немножко. Единственный его минус – это довольно сильная отдушка. А так он очень приятный и ко всем макияжам подходит. И последнее, что хотела показать, на всякий случай также добавляю еще один кликер. Это от Bicolor в оттенке 03. Бальзамная такая штучка с сердечком. Тоже назад не вставляется, поэтому мы с вами его не замерим. Но это очень такое что-то пигментированное, розовенькое и быстро заканчивающееся. Также его добавляю в надежде, что в сентябре начну активно пользоваться. Вот что у меня получилось в этом месяце по проекту, по отчету. У меня достаточно много пустышек. Посчитала я, у меня 9 пустышек за июль месяц. Это достаточно много. Но у меня стухла одна помада, и одна пустышка – это вот половинка или 1/3 даже от тонального крема. То есть она как бы неполноценная. Но тем не менее, вот столько баночек отправляются в мою копилку мусора. Вот. И достаточно много продуктов я добавила. Надеюсь, что в ближайшие 2 месяца очень много из этого закончится, либо подойдет практически к концу. Спасибо вам большое за внимание. Всем отличного дня, прекрасного настроения. Всем пока-пока.